Эмуляция поведения пользователя. Часть 5. Настройка общей эмуляции и бездействия. Не менее важной частью являются настройки общей эмуляции и настройки бездействия. Раздел «Общая эмуляция» предусматривает следующие параметры. Переход в Instagram через Google. При включенном параметре ПО не переходит по прямой ссылке, а сначала открывает поисковик Google, вводит запрос Instagram и переходит на сайт из поисковой выдачи. Это имитирует стандартный путь рядового пользователя, что значительно повышает доверие со стороны платформы. Если же параметр выключен, то происходит прямой переход на страницу авторизации, что ускоряет процесс, однако может выглядеть подозрительно при массовой работе. Человеческие паузы между действиями. Если параметр активен, то система добавляет естественные задержки и имитирует фоновую активность между ключевыми этапами, например, между вводом пароля и нажатием кнопки «Войти». Параметр «Максимальное время эмуляции» ограничивает время фоновой активности. Чем выше значение, тем больше времени программа будет тратить на выполнение побочных движений. Точность действий регулирует аккуратность наведения курсора на интерактивные элементы. Чем выше точность, тем меньше промахов и корректировок выполняет программное обеспечение. Интенсивность действий определяет общую насыщенность эмуляции, то есть частоту появления дополнительных движений. Чем выше интенсивность, тем большее количество промежуточных действий будет совершаться. Параметр «Спать» добавляет короткие паузы между отдельными действиями. Это полезно, если нужно убрать ощущение поточного выполнения без остановок. Он включается принудительно, если отключены все остальные параметры. Длинное движение к элементу. Программа использует полноценную траекторию движения мыши при подводе к отдаленным элементам. Короткое движение к элементу. Программа использует естественное короткое движение мыши при работе с близко расположенными элементами. Случайное движение. Данная функция добавляет в сценарий мелкие, лишенные прямого смысла перемещения курсора непосредственно до или после совершения основного действия, например, легкое покачивание мышью перед кликом по кнопке. Микродвижение. Программа добавляет мелкие корректировки курсора прямо перед кликом или во время наведения. Выход за рамки позволяет курсору временно уходить за пределы основной зоны действия, чтобы траектория выглядела менее зажатой. Движение по тексту. Функция добавляет алгоритм естественного наведения на текстовые зоны элементов. Вместо того, чтобы всегда подводить курсор в одну и ту же фиксированную точку, например, строго в центр кнопки, программа имитирует человеческий взгляд и внимание, скользя по текстовой оболочке. Продолжение смотри в следующей части.